Настроение хорошее. С утречка планируют встретиться с Вальвой по зуму. Потом час перерыва выключают интернет, тестовый режим. Потом 4 КВ. И уже готовимся ко сну, к завтрашним играм. Здорово. Здорово! Всем привет, Саня Джем. Сейчас мы будем записывать предикты. Сегодня нас ждут Clan War. Руки мой. Ты мою мышку не трогай грязными руками. Ты, блядь, руки убери, нахуй. Я не люблю, когда мою мышку трогают руками грязными своими. Даже я себе такого не позволяю. Я средним пальцем, он чистый. Он чистый? Оближи его тогда. Блять, Верю. Всем привет, это Саша Никс. Неожиданная встреча и приятно. Сейчас мы будем записывать предикты. Слушай, Сингапур 10 из 10, Малайзия не особо зашла, кроме того, что там есть все для того, чтобы жить идеально, но, как я понимаю, из-за коррупции всей вот этой движухи не особо получается, потому что много дорогущих зданий, но для людей не сделано ничего, типа ни дорожек чтобы ты мог ходить, ни общественного транспорта, там нет ни метро, там очень плохая транспортная система, и все гоняют как хотят на байках, перебегают дороги, ну, то есть в этом плане, да. Но Сингапур — это типа апгрейженная в 100 раз Малайзия. Такая, как должна она была быть, наверное. Вот, как-то так. Тут говорили то, что компы есть в нашем отеле, дополнительные, типа, коммерческие какие-то. Вот. Но, по-моему, Роман говорил, ну, в смысле, Рамзи говорил о том, что они стоят $1500 в день, и я подумал, что, наверное, от этого не стоит. Без дота как-нибудь, да? Да, можно и без дота. Но реально, к сожалению, вот я помню то, что, по-моему, на ванкуверском инте или на шанхайском у нас был специальный рум для талантов, чтобы играть, ну, типа, ну, не для талантов, а вообще, в принципе, для всего стафа, для всех чуваков. И можно было реально с удовольствием провести время. Но мы почему-то этим не пользовались. А сейчас вот 2 дня перерыва, делать особо нечего, поэтому буду, как обычно, гулять, изучать город, находить злачные места, общаться с местными. Which logo do you like the most? From this? This one, Team Secret. This one? Yeah, bro. OG. This one, okay. Thunder Awaken. This guy? Okay, Team Spirit. This one? Sonics. I like RNG. RNG, okay. Actually, I like Dragon. Is the Dragon? Yeah, it's Dragon. Yeah. Team Spirit. 2 teams from which group are eliminated? This, Fnatic, this, Entity, this, and this. Hakori and Sonics. We will never give up. And Yes, PSG. LGD. Okay, and from here? From here is Thunder Awaken as well as the worst, right? Yeah, the Team worst. Master. This one is I think too Back simple, boom. suitable, Hakori and and I think this one. Fnatic. Yeah. Evil Geniuses and Gladiators. Fnatic and Aster. Most logos, I hit TSM, Beast Coast. Because I just don't like Yeah, it. from here. I don't like Team Liquid and Evil Geniuses. And Evil Genius. Torion and the Team Liquid. Team Liquid. Team Split. Team Spirit again, okay. Team I. Team Secret. Boom. And LGD. And 2 from here. Thunder Awaken. And Disco. And the last question. How do you think, which place will this team get? Out of? Out of 20? Maybe 10. Maybe 10. Second. Second, 10. Fifth. 1 to 20. I can say 1. I can say 3. Alright. Okay, thank you. Okay, I can say 1. Maybe the team will win. Сегодня группу объявили? Или вчера? Ну, как недавно. Вот, что думаешь по Надо, кстати, группам? да, посмотреть. В целом, да, посмотрим. Вот. Я в целом сказал бы, что мне не очень нравится распределение, потому что если посмотреть, то группа А выглядит намного сложнее, чем группа Б. В ней находится и топ-1 командам предыдущего мажора, и топ-2 команды предыдущего мажора в виде ТСов и в виде, соответственно, LGD. Мало того, это, соответственно, топ-1 и топ-2 предыдущего инта, которые в целом не потеряли особо силы. OG, которые смотрятся довольно интересно и перспективно, и мне кажется, они, как и все европейцы, да, способны показывать.
Liquid вообще очень грустно, потому что они потели, сейчас попадут именно в самую сложную группу. И Бумы, которые на самом деле весь сезон реально были очень даже неплохие. Может быть, не настолько хороши на ланах, но в своем регионе они просто бомбочка. Ну, мне кажется, группа А поинтереснее выглядит, посильнее, если честно, откровенно говоря, на мой скромный взгляд. Но опять же, здесь остались команды, по сути, на инте, от которых можно ждать всего чего угодно. То есть, как бы, групповая стадия пройдет, начнется плей-офф, и там уже, по сути, уже можно будет делать какие-то предикты. Именно в рамках группы все что угодно может произойти, как правило, всегда. По факту. Группа А. Если мы берем их в расчет, определенно, самые сильные здесь, наверное, LGD PSG, да, потому что, ну, как бы, третий раз-то все-таки АМы должен, да, дабы взять инт, ну, как минимум, два раза в шаге был от инта, ну, третьим, как минимум, до гранд-финала должен дойти, я думаю. Общался, короче, с пацанами, с разными всякими. Все говорят, что типа LGD на КВшках просто, ну, типа, сосуд? невероятный хуй сосуд. Может быть, может такое быть. Опять же, не палят стратки. Не палят стратки — это нормальная практика. OG те же, да, мы помним, двукратные чемпионы НТ на протяжении года тоже письку сосали, и потом пришли, как бы всех развалили. Ничего страшного, как говорится, в этом нет. Что здесь еще интересного в группе А? Ну, определенная ББ-тим, да, само собой, конечно. Да. Но она заблокирована. Я думаю, группа А сильнее. Вот. Вообще, в принципе, по моей информации, этот International, он прям уникальный. Типа, непонятно, кто вообще фаворит и так далее, потому что может каждый обыграть каждого, и кланвары в этом плане непредсказуемы. Поэтому сложно сказать, какая группа сильнее, но на бумаге как будто бы группа А посильнее будет, потому что все-таки PSG, OG, RNG, те же Liquid, разогнавшиеся, выглядят очень сильно. Какой ракурс подобрал? Ну вот сейчас надо в такой ракурс группы рассказать. Расскажи. Группа Б очень сильная. Наша тоже неплохая, но Б жестче, как по мне. Наша сильнее. Мы же в А. А. Хорошо. Евгений, Че, мне похуй. твое мнение? Я же сказал, мне похуй. Короче, блядь, не стоит. У нас Xiao 8 будет интересно. 100 рублей не стоит. Ты недавно вернулся со школы, 134. а директор тебя настиг. Поздравляю. Хуёво. Кто фаворит в группе, по твоему мнению, кроме нас? Mind Games. Как тебе вообще их перформанс? Хорошо играет. На какого бы из игроков обратил внимание? Я? На Xiao 8. А Б группа, но, честно говоря, я не знаю, распределение получилось какое-то вот как будто бы... стоп, ТС находится не в группе А, в группе Б. Ну тогда ладно, тогда еще не так страшно на самом деле. Да. Но все равно, группа Б, здесь больше баланса, я бы сказал, да. Какой-то хороший набор, где у тебя плюс-минус понятно, кто будет в топе, кто будет в середине, и кто вот прям вот лошадки, которые непонятно куда заведут. Группа Б. Ну, в группе Б на самом деле что? Здесь спириты очевидно, да? Да, я правильно сказал, изначально группа А поинтереснее смотрится, потому что побольше фаворитов, там будет рубка пожестче. Потому что, но здесь что? Entity, которые сильные, безусловно. От Фнатиков многого не жду, очевидно. 1 очко, которое им подарили Valve, молодцы, наконец-то попали на инт, но... Если займут топ-16, я не удивлюсь, как говорится, но там кто его знает. Вот. Тундра, которых все хайпели, но у них что-то какой-то вообще супер хаотичный сейчас стиль игры, то есть то они на подъеме на каком-то, то на спаде, кто знает, что от них ждать. ТСМы, да, хорошие ребята. Секреты, тоже непонятно, чего ждать от Пупея, они вроде как вот сейчас с этим составом пробились через Last Chance. Кто его знает, что дальше опять Пупей будет чудить. Он вроде последние 2 игры нормально играл, хорошо саппортил, а потом опять возьмет, начнет фармить, там, отбирать фарму кэрри и, собственно, начнет проигрывать, кто знает. Вот. Поэтому я выбираю группу А, она интереснее, лично для меня. А в группе Б из фаворитов можно выделить Spirit, Entity, Aster, то есть 3 против 4 команды. Вот. Хотя на самом деле, нет, наверное, просто и Бумы как-то чуть посильнее, может, каких-то талонов. Ну, это, короче, пальцем в небо. Мне кажется, очень ровная группа. Вот. Просто непонятно. Может быть, ну, скорее всего, да, наверное, группа А чуть посильнее. Вот. Как думаешь, кто вылетит из группового этапа? Какие 4 команды? Сложно сказать. Мне не нравится, как играют Сониксы. Хакори, наверное, вот если брать по группе А. Но опять же, да, ну, это
предсказания перед группой, это всегда довольно жесткий рандом. В предыдущем году было намного проще, потому что точно южные американцы смотрелись супер слабо, и там вообще все 3 команды, они отлетели очень быстро, если их 3 было, если я не ошибаюсь. В общем, в любом случае, да, Тандеры там смотрелись очень плохо. А в группе Б... Слушай, вот с группы Б, наверное, сложнее всего, не считая Тандера Векинов, но в предыдущем инте у нас вылетало по одной команде, в этом инте по 2, и надо кого-то добавить, а хрену... ну, наверное, Фнатиков, слушай. Потому что, мне кажется, это самая вот странная команда, которая по факту очень-очень странными методами залутала себе путевку на CI. Да, мы помним, что они катали вот как раз с 3, заменами, это вообще какой-то нонсенс. Я понимаю, почему это было сделано, но с другой стороны, лутка очков как бы получилась, да, из-за этих очков мы знаем, что случилось с Virtus.pro. Самые слабые команды, на мой взгляд. Я слышал, что многие почему-то по какой-то причине в вопросе ставят BB Team на позицию самых слабых в группе А. Я не согласен. Я думаю, что это какие-нибудь чисто на рандоме, потому что сложно предугадать. Так пусть это будут Хакори и Сониксы, пускай будут. Короче, группа Б, Фнатики, мне кажется, собственно, и... А то сложнее, на самом деле, выбрать. Там более ровная, да? Да, более ровные команды, не такие хаотичные, не такие экспрессивные. Ну, пусть будут Тандеры, Векин какие-нибудь, как вариант. Пусть так будет. Ну, Хакори плюс, может быть, какие-то ЕГЭ. Все-таки поверю я в Бэтбум и Бум, в 2 бумов, так сказать. Хотя Соникс еще есть, да, какие-то. Но я не знаю, группа Б, я думаю, вылетят Талон и Тундра. Вот. Талон и Тундра из группы Б, из группы А Хакори и либо ЕГЭ, либо Соникс. Что думаешь о Bad Boom Team? Какой прогноз даешь? Да, я думаю, в принципе, если учитывать то, что не так плохо выступили на лане предыдущем, да, на мажоре, а, наверное, с этого надо начинать, учитывая сверху то, что сейчас не очень сильно поменяется мета вот из того, что было на квалификациях, да, на Last Chance. То есть на квалах все плюс-минус потестили, поняли, плюс КВшки пацаны играли, джетлага у них тоже не будет, потому что они были в Малайзии, да, и они к этому региону уже привыкли. И КВшились на регулярной основе, значит, наверное, у них должна быть стабильная, неплохая игра, и я бы дал бы им от топ-4 у нас получает, да, верхнюю сетку. Ну вот, короче, где-нибудь вот на краешке топ-4, я думаю, можно, потому что ЕГЭ можно обыграть, ГГ можно обыграть, Хакори точно надо обыгрывать, а вот как раз с LGD, с Royal Nova гивапами, с OG, вот с этими чуваками могут быть проблемы, и они наверняка там где-то тоже вот в топах закрепятся. Ну вот, как я уже и сказал, как будто бы сейчас любая команда может... Потому что Dota сейчас очень понятная, ее давно сильно не меняли, и все умеют в нее играть. И будут очень маленькие вещи влиять. То есть, скорее всего, ментальная подготовка команды. Из того, что я видел, ребята из Бэтбум хорошо ментально настроены. Ну вот я как-то заезжал к ним в отель, поэтому я, наверное, поставлю их высоко. Вообще все, что угодно может произойти. Мне вот вообще вот на самом деле предикты давать, это вот не мое. Потому что нужно сначала хотя бы пару матчей команды посмотреть. Но я буду точно болеть за Бэтбум буду в любом случае, вот, всей душой и телом. Вот, как-то так. Ну, и предикт, я не знаю, топ-6. Вот так вот, да. Вот так вот, да. Топ-12. Это же реально пальцем в небо, я не знаю. Фактор лана реально может еще подстегнуть, может быть, еще и подниметесь. Но я вот думаю, ладно, 8 это прям будет супер результат, окей. Если дальше сможете еще подняться, то это прям будет сверх результат, и там, может быть, это до гранд-финала, там, до Хау, там, 5-ю передачу какую-нибудь врубит и просто всех переедет. Ты думаешь, MVP турнира? MVP. Ну, сейчас такая мета, что MVP реальная троечка, может быть, и мидер. Кэрри сейчас редко выделяется, как правило, с точки зрения MVP. Четверка гораздо реже. Если выбирать, то я бы выбирал между центральной линией и сложной, да. Хотелось бы, я даже не знаю, кого выделить. Пусть будет коллапс. Пусть повторит, как говорится, свою славу былую на каком-то новом герое, я не знаю. Пусть будет так. Окей, как думаешь, темная лошадка турнира? То есть команда, которая выступит выше ожиданий?
Охуенно смотрим. Это, конечно, самый сложный предикт вообще, в принципе, да, с таким объемом рандома. Вот, например, является команда ББ темного шага? Да, конечно. Считается, да? Ну вот давай скажем, что, короче, Дахак выступит лучше, чем от него ожидают. Ну, проблема вся в том, что в мире от него ожидают, очевидно, не так много, да, в СНГ от него ожидают очень много. Я буду вот, если говорить то, что я ближе к европейским взглядам с точки зрения наших команд, более скептически отношусь, то, наверное, вот они должны выступить лучше, чем ожидается. Ну, слушай, ну открытие, очевидно, ББ Тим, как и для многих, потому что вряд ли кто-то ожидал здесь увидеть ББ Тим на... Ну, по всем предиктам, по крайней мере, все ставили про то, что, типа, кто-то либо Нави, либо ВП пройдут, как правило, сюда. Ну, а тут хопа, и ББ Тим ворвались с двух ног внезапно, да, и не все так просто оказалось. С другой стороны, хорошая наука для команд, что нужно доигрывать до конца, потому что, по сути, для ВП там буквально одна серия, они бы, наверное, проходили по очкам. Вот, но для меня лично открытие, пускай это будет такое, провал, типа, кого позвали, ну, Фнатики, я не знаю. Ну, то есть, типа, я от Фнатиков ничего не жду, откровенно говоря, здесь. Вы уж не поймите меня неправильно, не хейтер, но просто... Мне кажется, ребятки реально просто приедут, сейчас отдохнут и домой вернутся. Вот и все. Это мой предикт. Команда, которую недооценивают на турнире, это, я думаю, Гладиаторы. Вот. Вот. Может быть тоже как-то не особо. Может быть, те же Liquid, на самом деле. Из того, что я видел на Last Chance, классно они играют. Очевидно, ну и тут всегда есть, знаешь, вот ожидание, реальность. Ожидание, конечно, у всех увидеть повторение в третий раз уже противостояние Spirit LGD, уже чтобы все точки над «и» были расставлены, кто сильнее, кто слабее. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, этого не произойдет. Ну и, наверное, против них стоит ожидать, но все-таки Spirit в первую очередь, в моем сердечке. Но если подключить разум и просто подумать, тут на самом деле кандидатов-то много, кто его знает. Те же OG вдруг сейчас начнут что-то показывать. И, опять же, не списываю ни разу из со счетов. Короче, вставьте там любой логотип, я подпишусь, если что, под этим. Вот это вот все. Короче, ребят, обещанные подарочки от тебе. Показывай. Всем. Это кастомные кроссовки, походу, какие-то. Парень, не открывайте пока. Я тебе не сказал разобрать. Так, Никита, от тебя. Бэтбум. Бля, на Коллапсы самом деле видели это с не Марисом, блядь? It's for you. Спасибо. Я, Нет, кстати, потому что вот... У меня похоже, как на Магнуса похоже. Джеки, ну вот скажи честно, вот твои мне больше всех понравились. Они с Марса расцвели. что-то приклеили. Бля. Тут было понятно. Зачет, все. То есть почему у меня что-то не бруда какая-то? У тебя что там? Primal Beast. Я потому что это кобра какая-то. Роша. Не, что это? Ну кто там? Земля? Угадай. Земля? Угадай. Или Shadow Demon? Какой, блядь, У меня зеленых никогда не Shadow было. Роджера самое Не, не самое. ну ты чё? Ну, блядь. Ну вот у тебя Что это может быть? Ну что это может быть? Ты гонишь? А что это? Это земля. Земля? Да, додумался, молодец. Че, парни, теперь надо, чтобы это чем? Бать он охуенный. с хорошим настроением. Ну, это теперь будет как униформный. Будем, ну, сейчас, типа, подмерим. Если все норм будет, то будем, типа, как, ну, официалки тоже в них. Нормально, на пробежечку в них буду ходить. Спасибо. Что ты делаешь? У меня такой раскраски никогда не было. чтобы ты подошел и А это наклейка отклеена? Это Смотри, какой красавчик. Так это же Каменный мы сами лыс. выбираем. Мощный. И Никита говорит, что Правая нога, она... У меня Лука не спрашивал. Ты обрадовался, да, слишком? Да, это форс. Это все, это модели для кастома. сука, в них тоже не бегать нельзя. Такое и забываем. Че, а вы это, Я надо думал, еще там- потом померить? Смысле, что у тебя? А почему у меня инвокер, На блядь? кобру похож. Ну ладно, у Луки вроде самые интересные. Конь, который не смешный. Ты серьезно нравится? Хочешь померить, без шуток? Поменяем? Ты уже надел на свою померить. У тебя инвокер там? Че? А, у тебя это? Да. Просто А размеры не разные? сказал, Не, ну у меня они как раз. Мурас.